Дамы и господа, добрый вечер на наш или добрый день на наш Get Together шоу. И у нас в гостях сегодня интересный человек. Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы давно и вообще откуда вы? Я родом из Кыргызстана, но вообще я этническая кореянка. В Канаде давно? В Канаде с 2013 года. А вот почему Канада? Почему Канада? Это долгая история. Ну вот если коротко, там не сложилась жизнь, решили что-то улучшить, или дети? Ну, я, наверное, думаю, что, как многие иммигранты, я приехала в Канаду ради своих детей. Ради будущего своих детей, чтобы они получили хорошее образование в Канаде. И ради стабильности, потому что в то время, когда я приехала сюда, в Кыргызстане, началась политическая нестабильность, и, в принципе, это немного так вызывало переживания определенные. Ну, большинство людей, приезжают сюда не от лучшей жизни, а от того, чтобы улучшить ее детям, образование. Я бы так сказала, что у меня жизнь была хорошая. В Кыргызстане у меня было все хорошо, все прекрасно. Был хороший бизнес, дети учились, чувствовали себя очень комфортно. Но в связи с политической ситуацией я стала подумывать о том, чтобы приехать в более безопасную страну. Ну, классно. Довольны? Очень. Не жалеете? Нет, абсолютно не жалею. Вообще классная страна. И Ванкувер, на самом деле, очень такой классный город со своей энергетикой, прекрасные люди, прекрасная природа. Мы очень счастливы тут. Но вот опыт нового иммигранта, когда вы приехали, вот если вы сейчас опять куда-то переезжали бы, что-нибудь там поменяли бы? Там некоторые приезжают, они не знают систему, они боятся, они там денег экономят, потом сразу начинают покупать тут машины, сразу деньги тратят или еще куда-то. Вы бы что-то поменяли бы? Именно иммиграционный опыт. Иммиграционный опыт, я думаю, что нет. Возможно, я бы отнеслась более бы серьезно к изучению языка. Потому что я приехала очень спонтанно в Канаду. Буквально решение пришло в течение 2 месяцев. Да. И было в какой-то мере немножко, может быть, несерьезно, то, что я приехала и знала 2 английских слова «hi» and «bye». Классно. Слушай, а вот именно Канада, потому что я, когда, помню, ехал, я смотрел и Австралию, Америку, Канаду, еще там разные другие страны, но я всегда хотел город. И Австралия, крокодилы меня просто сожрали бы сразу, первый день. А вот как вы выбрали Канаду? Вообще я никогда не думала эмигрировать. Я никогда не думала эмигрировать даже в ближнее зарубежье. Меня все устраивало в Кыргызстане. У меня там семья, друзья, работа, то есть все там. Об эмиграции в Канаду я узнала случайно. Мои знакомые прошли иммиграцию и собирались ехать в Канаду. И меня просто заинтересовало, что это за страна. Ну, интересно. Да, поэтому я решила попробовать, и почему нет. И хотела, в принципе, наверное, меня просто изначально привело любопытство в Канаду. А потом уже так звезды сошлись, что политическая нестабильность, и там уже не было выхода, в принципе. А изначально, когда мы подали документы в Канаду, было просто любопытно. Ну, семья, дети, да? Да, у меня 2 детей. Дети тут родились? Нет, дети уже приехали в подростковом возрасте. А приспособились быстро? Не очень быстро, потому что они были тоже не особо подготовлены. Я за 2 месяца сделала такое решение переехать в чужую страну. Спонтанные вещи иногда классно. Да, для старшей дочери это было довольно-таки легко, потому что ей было, по-моему, на тот момент 15 лет. Да. И она знала английский, как-никак. А младше было 11, и она не очень-то знала английский, ей было немножко сложно. Но вы дома на родном говорите?
Дома мы говорим на родном. На английском не отвечают? Нет, слава богу. Я этому очень рада. Потому что мой английский не особо, не perfect. Я понял. Если в 3 словах, как вы себя пишете? Я женщина, которая сделала себя сама. Целеустремленно. Да, я целеустремленный человек. И все, что я делаю в жизни, в принципе, я создаю сама. Создаю свои реалии сама. А как вы определяете ваши цели? Вот там мечта какая-то у тебя, это все хочу вы, или как это? Ну, у меня самые простые мечты. Например? Ну, например, хорошая дружная семья. Угу. Работа, которую я люблю. Какое-то благополучие, материальное, да, духовное, чтобы, как говорят, просто, да, чтобы душа была спокойна и довольна. Классно. Супер. Я так понимаю, вы бизнесами занимались раньше, или это ваш первый бизнес? Вот именно вот этот, как это даже по-русски называется, я не знаю. Это фуд-массаж по-английски? Да, это, ну, я бы так сказала, это массаж ног, массаж тела по восточной методике. То есть мы работаем над acupressure point. Окей, но это не акупунктура, там без иголок. Но это без иголок. Пальцами. Без иголок. Да. Это тяжело, наверное. Целый день пальцами, там эти точки. Да, это нелегко. Работа, в принципе, нелегкая. Поэтому девочки очень молодцы. Они классно работают. Вот. Но нелегко. Интересно. Но это первый бизнес в Канаде у вас? Это первый бизнес в Канаде. А как вы решили, вот именно, что нужно вот массажем заниматься, а там, скажем, не криптовалюты или там, не знаю, ресторан какой-то? Я думала об открытии ресторана. Интересно. Вот. Но поизучав немного канадский рынок, я поняла, что, в принципе, очень сложно конкурировать с азиатскими ресторанами. Наша европейская русскоязычная кухня, она очень вкусная, очень разнообразная, но она, я думаю, еще немножко непонятна канадскому населению. Я понял. Поэтому я подумала, что это будет довольно-таки сложно раскрыть такой бизнес. Да. Но на самом деле я думала когда-то. А какие трудности сейчас вот на данный момент вот в бизнесе есть? Как давно у вас этот бизнес? 8 лет. 8 лет. Вот на данный момент сейчас что тяжело? Это клиенты, это налоги, это аренда, это людей правильно найти. Есть какие-то проблемы? Есть. В любом бизнесе всегда есть какие-то проблемы. Мне кажется, на данном этапе я могу сказать, что у меня довольно-таки успешный бизнес. Но у меня нет таких каких-то глобальных проблем. Все это это ежедневная рутина. Ну да. Да, конечно, самое важное в нашем бизнесе – это собрать команду. Да. А люди это тяжело. Это люди, собрать хорошую команду. Расширять и думать. Да, подумываем. Здесь или куда-нибудь в другом городе? Очень много клиентов с Калгари, из Торонто, со Саскачевана. У нас очень много постоянных клиентов. И они прям просят открыть, потому что у них в провинциях нет такого вида массажа. У них есть просто relaxation массаж или register массаж терапии. Они работают по совершенно другой методике. Франшизу надо делать. Открывать бренд свой, патентовать его. Спасибо, классная идея. Вот 8 лет, я так понимаю, вы делали назад этот бизнес, создавали. Вот из этих 8 лет самая большая трудность и челлендж, что это было? Интересный вопрос. 8 лет назад. Собрать команду.
Потому что когда ты открываешь бизнес, у тебя нет практически клиентов изначально, и ты должен чем-то замотивировать людей, и это очень тяжело, да, когда у тебя нет клиентов, очень тяжело мотивировать, во-первых, во-вторых, нужно иметь определенные ресурсы, чтобы платить из своего кармана, покрывать это все. Да. Это было самое сложное, да. И потом, если дома, когда я владела бизнесом дома, очень все понятно, потому что менталитет, да, ты знаешь этот менталитет с детства, Да. и легче управлять людьми, когда ты знаешь, что они хотят, как они думают, а жить нужно нанимать работников с других стран, и иногда ты не понимаешь их менталитет, ты не понимаешь, тебе тяжело в этом плане. Интересно. А вот если не секрет, вот бизнес открыть, это сложно, тяжело, команда, все остальное. Как много времени уходит, чтобы там хоть какая-то там благополучие начало приходить и так далее? Это год, это 2? Как минимум 3 года. 3 года. Как 3 года минимум. надо Если ты лаки, там бороться. если ты лаки, если есть определенная удача, то 3 года. Да, как минимум. Но вы настойчивы. Как многие иммигранты. Да. Да, Я ну, бы мы сказала, как да, все мы. Да. Вот массаж ног. Вот какая, вот хочу чуть-чуть сам для себя лично, я думаю, людям тоже будет интересно, какая польза от этого. Как бы я спортом занимаюсь, да, иногда у меня этот пистолет дома есть, массаж делать, а вот какая вот именно польза и платить деньги, приходить и делать вот такой массаж? Чем он отличается там всего другого? На самом деле, вот даже чисто как мое личное отношение, я люблю фут-массаж намного больше, чем боди-массаж. Потому что боди-массаж, это просто какая-то релаксация, да, мы очень можем жестко поработать над поинтами, но это совершенно другое, чем фут-массаж. Фут-массаж, он как сказать по-русски, он boost energy, да, то есть добавляет энергии твоему телу. Он добавляет энергию, он вызывает у тебя, знаете, такое ощущение эйфории немножко, потому что есть одна точка на ноге, которая может вызывать вот это вот чувство, знаете, как вот кайфа, да? Кайф. Да, да. Это вообще классно. А потом я очень часто раньше страдала головными болями, да. Если я делаю боди-массаж, да, он мне помогает, но не так. Если я делаю фут-массаж, то у меня головная боль буквально исчезает. Но это правда, что вот я иногда фотографии смотрю в онлайне, там, вот у нас на пятке, там вот показаны иногда фотографии разных органов. Вот да. эта вот точка отвечает за этот орган, вот этот палец отвечает там за этот орган. Это... Конечно, да. Это не доказано научно, скажем так, да. Но на самом деле массаж ног это один из древнейших видов массажа, да. Ее начали делать в Китае, да, и люди просто это вот как практис, да, люди на практике заметили, какие изменения происходят в организме. И на самом деле очень интересно, то есть вот наша левая сторона нашего тела, она проектируется вот на левой стопе, и правая сторона проектируется на правой стороне. И когда мы работаем, почему мы делаем фут-массаж с очень... Если вы слышали такое выражение, обычно китайцы говорят «no pain, no gain». Да. Мы делаем очень довольно-таки такое глубокое проникновение, мы глубоко работаем над этими точками, и таким образом мы стимулируем каждый орган. Вот, поэтому это очень классный массаж на самом деле, но в странах постсоветского пространства у нас не было такого, да, опыта, да, мы все делали какой-то оздоровительный массаж, или там лечили остеохондроз, сколиоз, да, это совершенно другое.
Но фуд-массаж, чем мне нравится, это вот я считаю, что это одно из таких направлений, когда ты органик, можешь лечить свое тело, да, то есть не потребляя какие-то медикаменты, получая там какие-то инъекции, да. Ну, я сам по себе знаю, целый день иногда на ногах, там где шипы или еще где-нибудь, и просто кровь скапливается, они опухать могут, там тяжело, или на лыжах там катаешься, там как бы хочется, и дома приходишь, сам себе там иногда делаешь, или там идешь в горячую ванну, и там их расслабляешь вот это, или просто поднимаешь, чтобы кровь вся ушла. Но это важно. Да, Мне это так очень кажется. важно. А иншуранс у вас покрывает это? Иншуранс покрывает, потому что я регистр Reflexologists of Canada, не все иншурансы покрывают. То есть Канада только начинает, да, признавать восточную медицину. Я думаю, что ассоциация работает над этим вопросом, и с каждым разом все новые и новые иншурансы начинают покрывать рефлексологию, то есть начинают признавать. Это как один из видов тритмента, да. Интересно. Ну, надеюсь, все получится. Я думаю, тогда клиентура Да, больше это будет появится. классно. Это будет классно. А как часто вот рекомендуется вообще там для ног что-то делать? Вообще можно делать раз в неделю. Раз в неделю. Раз в неделю, и противопоказаний практически вообще никаких нет. А мужчины и женщины как-то отличаются техника? Нет. Все то же самое, все те же ноги. Все то же самое. Все Ну, то же классно. самое. Вот просто вот интересно, я тоже бизнес пытаюсь там построить, а вот как вы продвигаете на данный момент ваш бизнес? Вот именно что вы делаете? По маркетингу, по клиентуре, если не секрет, фирмы. Вы знаете, мы ищем разные способы, как продвигать свой бизнес, разные маркетинговые вещи, да, тот же Инстаграм, тот же Фейсбук. Но у нас, нам еще в каком плане повезло, в том, что у нас локейшн очень такой удобный, да, у нас очень много фуд-трафика. Даунтаун. В даунтауне. Это какая улица? Робсон. Робсон. Даунтаун Робсон. Запомните. Да, поэтому в последнее время мы начали задумываться немножко над этим, потому что, в принципе, обычно достаточно клиентов. Но в последнее время экономика немножко начинает идти вниз, у людей становится меньше денег, и открываются новые и новые салоны, появляются новые компетиторы. Конкуренция много? Конкуренция, да, появляется много конкуренции, поэтому в последнее время нужно выделять какую-то определенную сумму бюджета для того, чтобы делать какие-то маркетинговые ходы. Да. А вы вот по себе и по вашему бизнесу, вот больше по натуре, какой человек? Вы, который больше подстраивается под систему? Или вы пытаетесь систему научить про себя чему-то новому? И я думаю, что зачем изобретать велосипед, когда он уже есть. Да? Поэтому против системы, я думаю, не нужна. Да. Классно. Ну да, так и есть. Там иногда можно чуть-чуть одного и другого, но, как вы говорили, да, надо рынок изучать, надо смотреть. Да, ну и, конечно, нужно добавлять свою изюминку какую-то. Да. Обязательно нужно добавлять что-то свое, вот что-то улучшенное. Я думаю, что самое важное в нашем салоне – это человеческий ресурс. У нас очень замечательные девочки, потому что это тоже лично мое мнение, и вообще, я думаю, не только мое мнение, это очень много зависит от того, кто тебе делает. 100%. Да. Какая энергия у этого человека, какая энергетика у этого человека, насколько он добрый, насколько он рад поделиться с тобой своей энергией, своей любовью. Да. Согласен. Это очень важно. Поэтому у нас замечательный коллектив, и это наше самое такое главное изюминка. А вот как вы считаете, что сейчас нужно или важно людям? Вот на данный момент, при текущей ситуации, рыночной ситуации, вот
даже вот не включая ваш бизнес, вообще, чего надо людям? Чего не хватает? Людям, по моему мнению, людям всегда нужна стабильность. Людям нужна стабильность, людям нужна радость в жизни, мотивация. Обязательно должна быть цель какая-то у людей. Ну, это моя личная мнение. Это очень классно. Это, я считаю, всем нужно, да. Там смех, радость. Это Да. продлевает жизнь. Да, действительно. Надо ломать рутину, стереотипы. И мы многие застряли в этой маленькой коробочке, надо из нее выбираться. Да, и относиться более, может быть, легко к каким-то вещам. Да. А к трудностям жизни, да, нужно относиться более легче. И, как канадцы говорят, take it easy. Да, согласен. Это стресс, он не помогает. Люди начинают паниковать, и это да. Особенно, мне кажется, это вообще присуще людям советского пространства, потому что очень такая длинная история у стран постсоветского пространства, и было очень много вообще исторически, да, стрессов, было очень много трудностей у людей советского пространства, и, конечно, это все отложилось. Да, и поэтому иногда вот наши люди, они более Пробивны. да, Так? да, более, наверное, пробивные, но в то же время они, может быть, слишком много думают иногда. Да, да, overthinking, согласен. Какие у вас хобби? Хобби или как вы уделяете свое личное время? Вот именно время, когда вы сами себе, там, медитация, там, или хайкинг, или там еще что-то. Вот что для вас это вот ваше время? Ой. Забыться. Я люблю читать книги. Честно говоря, активно спортом я пока не занимаюсь. Может быть, потому что я приехала с такой азиатской страны. Знаете, у нас в азиатской стране у нас главное развлечение – это собрать гостей, накрыть полный стол, провести прекрасное время. Да. Это наше самое главное развлечение. Вот. Потому что для нас очень важна семья, очень важны вот друзья, очень важно вот это социальное общение. Вот это накрытие больших столов, пение песен, совместные, знаете, хоровые песни. Я с удовольствием Танцы. присоединюсь к следующей семейной тусовке. Приглашаю. А вот семейная, вот эти вот ваши традиции, семья, она поддерживает вас в бизнесе? Как-то они помогают, они тоже с вами в бизнесе, там, Инстаграм, там, Фейсбук, здесь, в салоне, как-то они участвуют в этом? Да, старшая дочка помогает мне активно социальными сетями, а муж мой занимается финансовой частью. То есть у нас четко вообще разделены обязанности. Интересно. Да, мы с мужем практически 24/7 вместе, и вместе работаем в бизнесе. У нас нет никогда по этому поводу каких-то разногласий, потому что все обязанности поделены. Классно. И мы не надоедаем друг другу. Ну, супер, молодцы, классная команда. А чего бы вы пожелали бы вот, людям, которые что-то новое начинают? Там, новый бизнес или там какие-то новые начинания? Я бы пожелала не бояться, не сдаваться и просто не бояться рисковать. На самом деле в любом бизнесе всегда есть какие-то подводные камни. Но если у тебя есть определенная храбрость, и если у тебя есть определенная вера в себя, тогда ты можешь делать все что-то. Классно. Супер. Чего ожидать в 25-м? И чего вы пожелаете нашим зрителям? Я пожелаю в 2025 году всем здоровья, конечно, обязательно, исполнение всех мечт, всех желаний, постановка целей, исполнение этих целей и
всем стабильности, радости в жизни. Спасибо. Это была Ирина. В ее салоне. Добро пожаловать. Всем приходите, попробуйте. Это обалденно. Спасибо. Рад был познакомиться. Спасибо И большое. надеюсь, еще не первый, не последний раз увидимся. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили.